Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в самые удаленные уголки нашей планеты, чтобы познакомиться с культурами и традициями самых странных племен 21 века. В мире существуют сотни племен, каждая из которых хранит уникальные обычаи, верования и образ жизни, отличающиеся от привычных нам. Вы когда-нибудь задумывались, как живут народы, у которых нет своего домена и футбольной сборной? В то же время эти люди до сих пор следуют древним традициям, сохранившимся с незапамятных времен, а их взгляды на жизнь способны шокировать любого современного человека. В этом видео мы раскроем перед вами тайны самых необычных племен, от ярких и эксцентричных до тех, кто живет в полной гармонии с природой. Вы узнаете, представители какого племени носят шляпы из собственных волос, устраивают мужские конкурсы красоты и одевают бальные платья конца 19 века. Поверьте, вас ждут удивительные открытия. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Хули. Хули – папуасский народ, проживающий в Папуа-Новая Гвинея в провинции Southern Highlands уже около 1000 лет. Племя активно контактирует с посторонними людьми, приветливо относится к туристам. Соперничают они в основном только с соседними племенами. В целом народ весьма дружелюбен. Однако своим традициям верен, и внешний вид и семейные ценности у них остаются такими же, какими были у папуасов и 1000 лет назад. Люди хули выглядят весьма красочно. Они разрисовывают свои лица красным, желтым и белым цветом. Мужчины племени создают очень странные шляпы из прядей собственных волос и украшают их самыми необычными предметами. В итоге головные уборы выглядят весьма впечатляюще. Этакие волосяные шляпы с украшением из разноцветных перьев райских птиц, ракушек и даже черепов животных. Сегодня численность племя хули составляет примерно 150 тысяч человек. Внутри племени есть очень четкое разделение на кланы и подкланы. В новоиспеченной семье мужчины хули занимаются строительством дома, женщины же в основном домашним хозяйством, огородом и разведением свиней. Кроме того, в их семейном укладе распространено многоженство. Дагоны. Народ дагонов является одним из самых древних и оригинальных этнических сообществ в Западной Африке. Дагоны проживают на юго-востоке республики Мали в труднодоступном районе. Дома свои они строят у подножья гор из глины и с плоскими крышами. Эти люди занимаются земледелием, наскальной живописью, кузнечным делом, резьбой по дереву и скульптурой, а также изготовлением масок. Согласно легендам, дагонам маски были даны им богами, чтобы помочь в общении с духовным миром и обретении связи с предками. Искусство создания масок передается от мастера к ученику, и каждая маска имеет свою уникальную символику и связана с определенными духовными и религиозными аспектами. Во время различных ритуалов члены сообщества надевают маски и исполняют особые движения и танцы, воплощая силы и сущности, которые они представляют. Исследователи, познакомившиеся с культурой дагонов в начале 20 века, выяснили, что в древности члены племени также могли быть связаны с астрономией. У них существуют сложные космогонические представления о многослойной Вселенной и есть определенный опыт астрономических наблюдений. Откуда могли люди с таким уровнем жизни и быта без применения какой-либо измерительной и увеличительной техники получить такие знания? Загадка. Пигмеи Бака. Пигмеи Бака населяют дождливые леса на юго-востоке Камеруна, на севере Республики Конго, в Северном Габоне и на юго-западе Центральноафриканской Республики. Джунгли – их царство. Только здесь их никто не притесняет, не диктует правила жизни, не заставляет работать. Пигмеи Бака ведут довольно дикий и даже первобытный образ жизни. У них нет своих городов или деревень. Занимаясь рыбалкой, охотой и собирательством, они перемещаются с одной территории на другую. Там на некоторое время они возводят из веток и листьев хижины, а затем отправляются на поиски пищи в новые места. Этот народ не пользуется деньгами, а обменивает на необходимые им принадлежности продукты, добытые во время охоты и собирательства. Живя в замкнутой экосистеме, Бака не знакомы с большинством болезней современного человека, а свои заболевания лечат при помощи растений. Согласитесь, что нам в 21 веке сложно представить себе, что есть люди, которые до наших дней сохранили такой уклад жизни, в котором нет места достояниям цивилизации. Племя Герера. Герера – народ, живущий в основном в Намибии, а также в Ботсване и Анголе.
Это африканское племя отличается от других подобных племен тем, что носит старинные европейские платья. Как же так вышло, что женщины Герреро стали похожими на европейских модниц конца позапрошлого века, которые заблудились на просторах африканской саванны? Дело в том, что в конце 19-го, начала 20 века колониальные войска кайзеровской Германии заняли территорию современной Намибии и использовали рабский труд местных племен. В 1904-1908 годах в ходе жестокого подавления народного восстания Герреро-колонизаторы уничтожили около 65 тысяч человек из племени. В то же время жены немецких колонистов подарили женщинам Герреро выкройки своих платьев. И последние по сей день шьют себе одежду по этим самым выкройкам. Чем пышнее юбки, тем солиднее женщина. И носят их всегда всюду, каждый день, не снимая. Согласно верованиям этого народа, таким образом они забрали силу захватчиков себе. Кроме того, к европейским платьям женщины Герреро добавили уникальные головные уборы с консольными и слегка загнутыми концами, очень похожие на коровьи рога. Но, согласитесь, смотрится чрезвычайно колоритно. Ментаваи. Представители этого загадочного первобытного племени являются коренными жителями индонезийского архипелага Ментаваи. Они живут обособленно посреди джунглей, вдали от городов и других намеков на цивилизацию. Вдали от остального мира членам племени удалось сохранить свою традиционную культуру и уклад жизни. Они занимаются тем же, чем и их предки тысячи лет назад – рыбачат, охотятся и собирают ягоды. Жизнь племени зависит от природы целиком и полностью, поэтому ментавийцы относятся к ней с большим уважением. Важной частью культуры племени являются татуировки. Они могут символизировать защиту, означать достижения в жизни и указывать на социальный статус. Также народ Ментаваи имеет специфические представления о женской красоте. Здесь эталоном красоты считается улыбка акулы, заостренные зубы. Чем они острее и тоньше, тем женщина желаннее. Ритуал не обязательный, но очень многие девочки проходят его в подростковом возрасте по собственному желанию, чтобы привлечь противоположный пол. Им опиливают зубы камнями, естественно, без анестезии. Вы уже представили себе эту невероятную боль? Просто шок для современного человека. Но что не сделаешь ради красоты и привлекательности. Племя Падаунг. Племя Падаунг живет в горных районах Мьянмы и Таиланда. Племя прославилось на весь мир благодаря своим женщинам с металлическими кольцами на шее. Мужчины падаунги выглядят вполне обычно, а вот женщины всю жизнь носят латунные спирали. Под их весом деформируются ключицы и грудная клетка, из-за чего шея становится длиннее. Количество колец на шее женщины в разные периоды жизни может меняться. Кольца можно снимать и надевать. На вес они тяжелые, килограмм 5-6. Впервые кольца надевают девочкам, когда им исполняется 5 лет. Сначала это 6 колец, но раз в несколько лет прибавляется по одному кольцу до момента вступления в брак. Спустя годы ношения такого аксессуара женщинам нельзя просто взять и снять его. Так они рискуют получить перелом шеи. А зачем его надевают? В первую очередь это традиция самоидентификации племени, которую женщины получили от матерей. Кроме того, женщины продолжают носить кольца еще и потому, что это привлекает туристов и создает хорошую возможность подзаработать. Кикую. Это самая крупная этническая группа в Кении, составляющая около 20% общего населения страны. Люди Кикую – мирные земледельцы, давным-давно осевшие и оставившие кочевую жизнь. Они успешно распределяют обязанности среди членов общины, выращивая тростник, бобовые, проса, табак и кофе. Кофе для них основная экспортная культура. Племени даже приписывают славу начинателей кофейной культуры. Однако обратите внимание на их внешний вид. Он фантастически колоритный. Кикую красят лица основным тоном, по которому рисуют умопомрачительные узоры. В свои прически они вплетают пышные перья и носят огромные ожерелья, часто из ракушек. Кикую не забыли добавить изюминку и в одежде. В качестве накидки они используют нецветные ткани, шкуры животных, которые выглядят как платья. Такие убранства совершенно не характерны для Восточной Африки, но именно тем самым они представляют ценность. Вадабы, Нигерия. У кочевой африканской народности вадабы очень свободные нравы, даже по современным меркам. Главная ценность здесь – красота, но не женщин, ведь в племени вадабы царит матриархат, а мужчины здесь занимаются женскими делами.
Чтобы выбрать себе достойного супруга, женщины устраивают мужские конкурсы красоты. Мужская красота в племени Вадабе как культ, и все усилия прилагаются для ее возвеличивания. Ежегодно здесь проводится фестиваль под названием Геревол, где мужчины соревнуются перед судьями-женщинами. Местные дамы очень ценят белые глаза и зубы, поэтому мужчины носят макияж на лица, чтобы подчеркнуть эти особенности. Соглашусь, макияж специфический. Но, очевидно, женщинам Вадабе это нравится. Замужняя женщина свободно может зачать ребенка с более симпатичным парнем. Когда дама племени Вадабе встречает понравившегося ей мужчину, она может просто хлопнуть его по плечу. Этот жест означает, что она предлагает ему стать ее другом на одну или более ночей. Такое предложение руки и сердца по-африкански. Племя Акха. Это горный народ, живущий на юге Китая, на севере Лаоса и Таиланда, Мьянме и Восточной Индии. Если вы побываете в гостях у племени Акха, ощущение, будто бы оказались в далеком прошлом человечества, обеспечено. Горный народ ведет самобытный образ жизни, следуя древним верованиям, переданным их предками через века. Акха верят в одушевленность каждой вещи на земле и приносят жертвы во имя своих предков – рекам, горам и небесам, и мифическим драконам каждую неделю. К примеру, в каждой деревне есть 4-составные деревянные качели, которые используются в ежегодном ритуале жертвоприношения, связанном с плодородием рисовых полей. Особого внимания заслуживает внешний вид женщин Акха. Почти все они в повседневной жизни носят традиционную одежду, сделанную вручную. Но самым главным отличительным признаком является их шапка. В середине подросткового возраста девочка начинает носить хлопковую шапку взрослой женщины, украшенную цветными бусинами, серебряными шариками, прядями цветной шерсти и кисточками из птичьих перьев, серебряными монетами и колокольчиками. Все это смотрится очень странно и необычно. Машко Пиро. Знали ли вы, что на Земле еще есть места, нетронутые цивилизацией, где люди живут без всех ее благ? К примеру, в лесах Перу вдоль Амазонки поселилось неконтактное коренное племя кочевников-охотников под названием Машко Пиро. Казалось бы, пускай себе живут, но есть кое-что, о чем стоит беспокоиться. Машко Пиро недружелюбные к чужакам и научились атаковать противника на дистанции, оставаясь в прикрытии дождевых лесов. Да, в 21 веке у нас есть возможность понаблюдать за племенем при помощи скрытых камер и других хитростей. К тому же сами Машко Пиро всеми силами пытаются избегать встреч с людьми, не являющимися частью их сообщества. Но когда такое случается, для человека из внешнего мира это знакомство заканчивается плохо. Нескольких людей нашли с бамбуковыми копьями, торчащими из груди. Безошибочно им не повезло столкнуться с диким племенем. И в последние годы ситуация усугубилась. Сейчас в перуанских лесах активно вырубывают деревья и строят дороги для вывоза древесины. Лесопромышленные компании буквально уничтожают прежнее место жительства Машко Пиро, и им приходится постоянно куда-то идти. А так и риск наткнуться на бамбуковое копье сильно возрастает. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какое племя из нашей десятки, по вашему мнению, действительно заслуживает называться самым странным среди всех племен.